лотереи, выигрыши, розыгрыши и прочее. Есть две стороны этой ситуации. То есть есть математическая, как бы математическая система, да, есть математическая система и есть, в общем-то, люди, которые всю эту теорию вероятности там знают, копают, но такие расчеты, да, вот у меня есть люди, которые там физмат закончили, они говорят, что, в принципе, вопрос совпадения всяких цифр или выпадения нужной комбинации, он лежит, скажем, вопрос состоит в том, что он выпадает, но мы не знаем, когда, по времени, по очередности, когда именно он выпадет. Он может выпасть первым, он может выпасть там какое-то количество совпадений, там миллиарды. Когда он выпадет, они, как они говорят, не знают. Это математический подход, который мы знаем, что как бы математика во многом нам, ну, как бы не помогает, да, то есть сферы, где математика, ну, ни о чем, да. Что-то вот математики сказали, а как, к какому месту приложить, это мы не знаем. И, значит, меня спрашивают, ритуалы на удачу, защиты точно не дает выигрыши в казино. Что дает защиты? Они не дают вам проигрывать в казино. Почему? Рассказываю. Есть онлайн-казино, есть реальное казино, есть лотереи. Лотереи разных стран, по-разному они там устроены. Мы знаем, что все лотереи в основном, ну, они очень сильно облагаются налогами, курируются государством, там нужно специальное разрешение. Самое, что хочу предостеречь от онлайн-казино. Что такое онлайн-казино? Это система, там есть хозяин, определенный человек, который никогда вам не даст вывести деньги из этого сайта. Объясняю. Онлайн-казино – это полностью стопроцентный проигрыш, 200%. Почему? Значит, у меня был человек, который попросил, ну, сделать ему на дачу, потому что, да, любое казино попадает, любой выигрыш попадает под этот ритуал. Защита не решает вопроса выигрыша. Никогда. Защиты только защищают. Никаким удачам в розыгрышам защиты не приводит. Разве что у вас до этого была способность выигрывать, вы в детстве что-то выигрывать. Чистки защиты возвращают вам эту особенность, этот какой-то ваш талант. У кого-то талант петь, у кого-то талант угадывать, я не знаю, какие-то комбинации. Вот. Но это очень редко. Если у вас никогда этого не случалось с вами, ни в детстве, ни до магической работы, значит, оно к вам не придет. Нужно, это отдельная удача. Так вот, что это происходит? Значит, человек заходит в этот онлайн-казино, да, он выигрывает, ему на счет там накручиваются эти деньги. Потом что происходит? Видимо, хозяева, программисты, которые создают эти сайты, они знают эту ситуацию, что система сломана их. Вот по какой-то, ну вот как зависает компьютер, хопа, у них вот эта штука, ритуал ломает их эгрегор, вот этот вот внедряется. Но они что делают? Они предохраняют это все. Раз, они закрывают, сайт закрывается на обслуживание, все, деньги пропадают. Поэтому я не рекомендую онлайн-казино. Почему? Потому что там сидит хозяин, и когда вы выигрываете, он просто не выдает вам деньги. То есть, а заниматься там отдельно, там принуждать, запугивать, мы не знаем, кто конкретно этот хозяин этого казино. Потому что это не просто система. Этот сайт создан определенными людьми с определенными целями. И мы их не видим, мы не можем на них воздействовать. Мы можем воздействовать только на систему, которая раздает эти розыгрыши. И когда она перегружается и начинает выдавать вам деньги, программисты останавливают этот сайт. Однако мы можем полагать другие более, скажем, системы, где
нет вот этой хитрой. Да, по казино реальному, когда там столы, там, знаете, Лас-Вегас, все, стоят столы. Тоже хозяева казино тоже знают, что приходит рано или поздно человек, который начинает ломать эту систему. И они тоже. То есть вы можете осуществить первые там какие-то выигрыши. Бывает так, что в этом казино человек раз выиграл, два выиграл. Что делает хозяин этого казино? Он приходит и говорит: уйдите, все, этот столик не обслуживается, то есть закрывает столик, и ваша удача прекращается. Вот. И они знают, что есть люди, которые ломают эту систему, которые начинают, они просто их выгоняют. Если казино более-менее не подпольное, если казино, ну, как сказать, там, имеет какую-то лицензию, вам выдадут то, что вы заработали, но дальше вам выигрывать не дадут. Вы перейдете на другой столик, и вы будете проигрывать уже все. Ваш фарт закончится. Ну, вот так это работает. Поэтому, значит, онлайн именно лотереи, вот государственные, более-менее честные, которые говорят, что там кто-то выиграл, вот это еще более-менее, но однако люди не знают ситуации. У меня был человек, которому я помогла выиграть лотерею, и это не Украина, не Россия, не СНГ вообще, не хочу говорить страну, вот, чтобы на меня не обиделись устроители лотерей. Что происходит? Когда вы выигрываете сумму, они вам говорят, что вы можете получить это сейчас сразу, там налог существует, он очень большой, там, в зависимости от того, как, где в Америке, в каком штате. Вот. У нас вообще могут не выдать. Они там, раньше было такое, что еще когда я работала с людьми, у которых были бумажные билеты, они, если большой выигрыш, они типа забираем его на экспертизу, какую-то экспертизу полгода билета. Ну, это смешно. Поэтому не рекомендую, скажем, можно выиграть какой-то средний выигрыш, там несколько тысяч, но крупный выигрыш у нас, скорее всего, что вам не дадут просто. Тут я вам просто сразу говорю. Почему? Потому что еще раз говорю, что саму систему сломать можно, именно та, которая не позволяет людям там угадать что-то. Да, вам это можно получить, эту систему. Но играть надо там, где есть еще вторая часть медали этой, да. Насколько эти люди готовы, они на самом деле там просто обогащаются безумно, потому что все в основном проигрывают. И когда кто-то выигрывает, их это очень торкает. В основном, так вот, я продолжу, что когда вы выигрываете какую-то крупную сумму, вам говорят, что вы можете сегодня получить, но это будет половина этой суммы. Все. Вот вы, допустим, выиграли 3 миллиона, да, вам дают 1,5 миллиона. Но сегодня сразу там одной суммой. Большие суммы не дают, но стараются избегать выдачи больших сумм. Все равно их там выдают частями, потому что вот именно почему, да, говорят, деньги ничего не знают. Очень даже знают. Опасаются, что на деньги можно нанять каких-то людей, да, какую-то частную армию создать какую-то угрозу. Мало ли что у вас в голове, что вы за человек. Поэтому стараются, чтобы люди, даже при выигрыше, лишать их этих денег. Потом идет крупная сумма, еще разбивается на части. Допустим, вы говорите, нет, я хочу все 3 миллиона, но вам будут выдавать их частями там, в месяц, я не знаю, по 10 тысяч долларов, там, в течение там, 5 лет, 10 лет. Там всякие варианты, то есть это все уже продумано. То есть, поэтому у выигрыша, я говорю, что есть две ситуации. Сломать систему, которая управляет розыгрышем, это одно. И второе, это еще расчет на людей, которые вот они увидели, что вы розыгрыш, да, какой-то, что вы угадали. Они знают, что рано или поздно, они это все знают, что приходит человек, который это все взламывает. И что они? Они ему говорят, все, привет, привет,
было ваше, стало наше. Ну и что вы выиграли? Поэтому я же говорю, что никакие онлайн-казино, это вообще это там чепуха полная. Никакие ну, в реальном казино можно, но это, я же говорю, что вам не дадут крупную сумму. Если у вас пошел фарт, его пресекут. Вот и все. Так. Потому что управляет это отдельная, скажем так, это отдельный эгрегор. В чем рекомендую мегавезение? Мегавезение. Ну вот это реальный случай, там, допустим, вы замечали, что есть люди, которые там родились, вот они родились, да, и все, что они делают, им приносят деньги, им приносят удачу. И есть такая фишка, как заразность, да, то есть все это. И вот супер удача попасть в поток с этими людьми. Если у вас до этого наоборот, да, все в минус выходит. Когда вы начинаете общаться с такими людьми, у вас, они делятся с вами как бы такой частичкой удачи. Поэтому есть такое, да, что невезение заразительно. Вот у меня, допустим, был случай, когда девушка там познакомилась, ну, молодые девчонки, одна из богатой семьи, да, не богатой. Вот они познакомились, и у богатой семьи был какой-то бизнес, и вот она так стала управлять этим, то есть ей нужно было человек, который там ей помогает, управляет, и у них получилось это сотрудничество. Тут буквально там где-то на дороге ее нашла, подвезла. Они разговорились, и дальше она стала управлять этим бизнесом. Я не хочу говорить просто, что может быть такое, что иногда всплывают какие-то контакты. Я не хочу, чтобы кто-то догадался, что я работаю, скажем так, с этими людьми. Поэтому я максимально стараюсь, чтобы это не всплыло воочию. Потому что этот человек, ну, сейчас, скажем так, очень хорошо. То есть это управляющий некого бизнеса, ну, бизнес, скажем так, это сеть магазинов, успешных, прибыльных, которые приносят, ну, скажем, хозяевам приносят миллионы, а моей девочке приносят десятки тысяч долларов, естественно. Поэтому вот в этом заключается удача. То есть это онлайн-казино, я же говорю, что можно поломать. Можно поломать даже казино воочию. Там это мафия, которая стоит на страже своих денег, и они, ну, эту систему, с этой системой лучше не сталкиваться. А вот официальные лотереи, да, желательно иностранные, не наши. Наши могут вообще вам ничего не дать. Наших, по-моему, тоже там какая-то система есть, что там дают в месяц какую-то сумму и так далее. Еще банки эти все не очень любят, то есть, и так далее и тому подобное. Потом можно оказаться под прицелом каких-то там, ну, криминальных структур. У нас это ж вообще другая система. Поэтому причем любой житель СНГ, кстати, может участвовать в иностранных лотереях. Это я не рекламирую иностранные. Я говорю о том, что вы можете тоже сыграть в эту иностранную, причем любой страны. Ну, сейчас не знаю, сейчас, наверное, жителей России нет. А так, может, какая-то другая страна. Вот так. То есть удача. Ну, у меня есть люди, которым там я помогала и клады искать, и то есть все равно надо быть в теме, все равно надо понимать, что ты ищешь примерно, да, все равно надо понимать, если человек уже профессионально искал уклады, знает, вот, и ему уже как бы, если вы никогда не искали уклады, не знаете, что это такое, то это немножко не то, да, ну, можно лучше, то есть пути, знаете, говорят, пути, не люблю это, Господа неисповедим, ну, в общем-то,
Пути лучше не трогать, потому что если вы не можете четко выстроить представление, как это должно происходить, лучше отдать это на откуп высших сил. Вот пусть как-то это произойдет. Может, потому что вы своими мыслями, сомнениями можете тормозить. Вот, кстати, типичный пример негативизма, допустим, я очень часто программирую девушек, что ты мужчины, это извращенцы, они нанимают каких-то содержанок. Ой, не содержанок, эскорт, они всех избивают, душат, и вот это вот все. Это вообще там богатых мужчин, ну пусть 10% пользуются этим эскортом, ну пусть какие-то там извращенцы попадаются. Это вас как раз запугивает, это чтобы вы думали, что это невозможно. Самая плохая штука, которая может произойти в инфополе, то, что вас подчеркивает всячески невозможность чего-либо или невозможность чего-либо для вас. Как только вы преодолеете вот этот вот порог, да, что вы поймете, что они такие же, все люди такие же, как и вы, что в чем-то вы просто кто-то обладает, не боится, не то, что не боится, как сказать, бояться надо, но интуиция, когда развита, когда стоят хорошие защиты, родовые, наработанные, вы знаете, где бояться и где рисковать. Кто-то сел в машину и сейчас там живет в замке где-то в Италии, да, а кто-то сел в машину и исчез, все там разобрали, в общем, на запчасти. Поэтому общественное сознание, оно давит вас по самому низу. То есть есть самый нижний уровень, да, чего случается с людьми. Вас всегда будут опускать к нему. Не садись в машину, там бандит. Нет, не всегда. Но для того, чтобы отличить, что именно вам приносит удачу, да, для того, что именно случается с вами, это для этого нужна внутренняя работа и действительно вот эта вот чуйка, да, как оно у вас работает. Но у меня, допустим, я могу сказать так, что есть такое понятие green, зеленая рука в англоязычном сегменте. У нас это легкая рука, там все. По сути, в какой-то момент это, кстати, можно отнять, это и можно приобрести. Кто-то с этим родился. Но я, допустим, в детстве находила деньги на дороге. Хотя я, близорукая, я с детства плохо видела, была высокая, то есть где-то вот буквально на трамвайных путях валяются деньги. У меня папа всегда, я говорю, мам, папа, денежка. Вот так я находила деньги на дороге. Несколько раз в детстве я сломала аппараты, которые проводили розыгрыши. Ну, потом это у меня перешло на терминалы. Терминал уже плохо был. То есть и реально это мне удавалось. То есть, еще это длилось до 90-х годов, когда 90-е уже тоже были такие как бы онлайн-казино. Я подошла, давайте попробуйте вашу удачу. Оно крутилось, и они показали мне выигрыш. Они поняли, что я сломала систему, и они мне отключили этот телевизор, там такой висел. То есть это у меня было, я поняла еще тогда, когда мне было 17 лет, получается, где-то на тот момент, когда вот это я все это увидела, поняла, что это тупое лошение. Вот так вот. А был первый случай, пока я находила деньги, причем меня папа брал эти деньги, и он, тогда были тоже лотерейные билеты, он покупал на все эти деньги лотерейные билеты, я тоже их вытягивала, и он раскрывал, они выигрывали, и люди, которые становились за папой, говорили, пусть ваша дочка тоже нам вытянет эти билеты. Вот так вот. Ну, вот так вот у меня оно было, да, они прям просили. Ну, там мне было 4, 5, 6 лет, вот такой вот возраст. Буквально это я хорошо помню. Это еще была советская система, отрывались такие, как такие полосочки, и вот.
все это выигрывал. Ну, это небольшие суммы были, но сам факт. Поэтому, ну, это не у всех. То есть есть люди, которые никогда не выигрывали, никогда не играли. Вот так. Поэтому никакие, еще раз говорю, что эзотерически этими системами управляет другие абсолютно духи. У Соломона есть духи для везения вот именно в азартных играх. Там 72 духа у Соломона, поэтому и только они, никакие другие духи там на удачу, то есть это отдельная специальность у духов. Просто ритуалы на удачу, они вас вот скорее заблокируют вот это вот какой-то выигрыш в казино, то есть скорее всего, что вас просто заблокируют, чтобы вы туда не ходили, не ломали систему. А реальные выигрыши, розыгрыши, они будут ну, только там, где это возможно, да, то есть какие-то официальные вот эти. Остальные не рекомендую. Ну, еще раз говорю, что если вы будете ходить и везде выигрывать, вас перестанут туда пускать. Вы понимаете, что у меня уже были люди, вот, то есть как вам дадут что-то выиграть, но через какое-то время вас просто запомнят. То есть вам надо перемещаться тогда по разным помещениям, по разным местам. Вас запомнят моментально. Они такие вещи вычисляют моментально. Что, ага, идет, тут сейчас он у нас начнет выигрывать. Отказать ему, вас перестанут пускать, закрывать столы, на которых вы играете. Поэтому в этой среде лучше по какой-то невидимости уйти. То есть те же лотереи, которые там официальные, они казино. И не онлайн-казино. Вот, пока я... Да, еще раз говорю, что эзотерически не работают защиты. Ритуалы на удаче тоже, они, скажем так, экологически они ведут вас к тому именно самому легкому пути к деньгам, но очень много всяких ритуалов, есть конкретно те, кто работает с азартными играми. Это отдельная тема. Ну, криптовалюта там по-другому. Там надо, скажем так, смотреть сначала, насколько вам это нужно, да, именно криптовалюта. Насколько есть расклад, где показывает, где у вас, ну, где у вас деньги на сегодня, да, каким образом они к вам проще всего идут, и где самая большая сумма, где самая легкая и так далее. И в крипте там больше надо чувствовать, когда там эта валюта самая низкая, да, ее купить и потом не дергаться, ждать, пока она там повысится, может и 3 месяца, может и 5 лет. Вот. Вот так вот. И причем это надо понимать, как это действует. Если у вас это не приходит к вам, то это не ваше. Да, не занимайтесь тем, что вам не свойственно. Это ваш, может быть, не ваш фарт. У вас фарт. Каждый человек индивидуальный, у него как бы, у кого-то через мужчин приходит, да, кто-то семейно видимая экскортница. Не всех там, никого там, ну, вас так старательно запугивают. На самом деле очень много при разумном подходе, достаточной безопасности находится. И кто-то прошибает, кому-то запрещено вообще вот с мужчинами не связываться, и кому-то вообще это все дело не пойдет. Вот так вот. Или наоборот, перестраиваться надо. То есть, по сути, человек может стать абсолютно всем сейчас. Сейчас женщины там 60 лет рожают и так далее. Сейчас все можно. Человек может всем, главное, чтобы у него эта задача была. Чтобы он горел этой задачей и верил в то, что это возможно. А если вы слушаете всех подряд, которые говорят,
Вот у кого-то не получилось, у тети Мани не получилось, и вот это все бла-бла-бла-бла-бла, это все программирование, и вы уже так, не так уже и уверены, а нужно ли вам это, а получится ли у вас, если тетя Маня не получилось, еще же она у вас получится, и все. Вы пошли на дно. Ни с кем не делиться вашими планами и режим молчания и секретности. Но прислушиваться к внутреннему голосу, опять же, в случае, если ваш этот внутренний голос подтверждался, если ваш внутренний голос не работал, с ним надо, с этим надо что-то делать. Если ваш внутренний голос вам молчит, сесть вспомнить, в чем у вас была какая-то удача. Блин, у каждого человека какая-то удача. Кого-то любят женщины, женщины, кого-то мужчины, кого-то кто-то выиграл Олимпиады, кто-то брал, кто-то умеет дружить и так далее, кто-то выигрывает в какой-то фарт, да, дело случая. Это абсолютно кто-то умеет, кто-то продает, да, там за секунду, да, всю колбасу распродать. Это у каждого отдельно. А кто-то рождается с этим, ему вообще ничего не надо делать. То есть он так живет, вот в этом прекрасном саду у него все валится, все эти, и со всего абсолютно. То есть человек попадает в такую, да, как трубу, да, он идет по ней, да, у него какая-то отдельный космос, в котором все валится к нему на голову, все готовое. Но это редко. Кстати, часто к таким людям присасывают, начинаются пробои в каком-то возрасте, люди со стороны смотрят и завидуют. О, надо пощипать, надо пробить, надо себе что-то забрать. Поэтому это тоже может закончиться в какой-то момент. Раз, и вы прошибли. Все валилось, пришел замужество, может быть, неудачное, особенно вот какую-то связь с мужчиной, который выбивает из-под вас вот эту вот опору. Какая-то подруга завелась, лишает вас вот этого вот. Вы жили в прекрасном саду, у вас все получалось, там все вас любили, многие кланялись, бабки текли, за каждый пук, за каждый тык вам платили громадные деньги. И тут появляется какой-то, я называю это уравнитель. Дело в том, что жизнь устроена так, что на любой космическую полет удачу, что за вами следят всегда конкуренты, они стараются вас придерживать. И тот, кто справляется с этими врагами, он идет дальше. Вот, то есть вы не сможете все равно существовать отдельно. Для этого все богатые люди, структуры, у них существуют целые отделы огромные, которые охраняют, занимаются безопасностью, наблюдением. Для этого они существуют. И причем и магического, и не магического плана. Да, чтобы к ним не проникла какая-то, не знаю, там, няня, водитель, который что-то будет там сливать. Чтобы к ним не проник какой-то там вредитель в энергетическом плане не подсел. То же самое с браком. Вот смотрите, что в королевской семье. Вот он, принц это, да, женился на какой-то такой сомнительной даме, и что-то там в этом королевском семействе нечисто пошло не туда. Вот так вот. Но это так устроена эволюция. То есть в какой-то момент пик. Почему сейчас происходит борьба? Какие-то войны. То есть вот эти все глобалисты, которые теряют управление миром, да, вот это все, что они имеют, они очень боятся потерять. Они не хотят жить как обычные люди, вот эти людишки там какие-то бегают. И не стараются нагнуть, чтобы не лезли конкуренты, чтобы не лезли в брак к ним, чтобы они не проникали, не захватывали какое-то имущество, чтобы они, не дай бог, там не создали какие-то военизированные образования, чтобы они не смогли защищаться. Вот, потому что постоянно идет конкуренция. То есть никто просто так свой кусок там дохода не хочет терять. Ну, то есть не то, что там кусочек какой-то можно получить, да, на постоянной основе
кого-то там присесть на какую-то там постоянный поток, это самое то, что глобалисты это все постоянно обрезают. Поэтому удача требует молчания, удача требует защиты. Но в первом случае она должна быть, чтобы было что охранять. Если у вас нечего охранять, и не за что охранять, да, как они нанимают себе армия, секьюрити, всех этих охранников, посмотрите, попробуйте там в каком-то дорогом отеле или ресторане что-то там вякнуть, да, моментально бегут там со всех сторон, хопа, пройдите на выход. То в тех же казино пройдите на выход, все, до свидос. То есть вас силой принудят к тому, что им нужно. Вот, поэтому в лобовую, в открытую, ни с кем бороться не надо. Это не нужно. Быть осторожными и помнить о том, что любая удача требует, сначала удача, а потом уже надо как сохранять ее и защищать. Осторожными шагами идти. Посмотрите, сколько сейчас этих блогеров, которые демонстрировали свою роскошную жизнь, кто там Блиновская, кто их всех пересажали. А вы думаете, что они очень богаты, что они самые богатые люди? Да нет, конечно. Есть люди, которые 50 раз богаче, чем они. Просто они не болтаются на виду и не муляют вот этим своими там Биркиными, Шмидкиными. По-моему, намного богаче есть люди, чем это Блиновская, еще кто-то там, уверяю. И они просто не маячат, никому не мозолят глаза, не афишируют, не устраивают всякие там вот эти вот истерические там показы своего образа жизни. Живут тихо. Ну, а я с вами прощаюсь, наверное. Сегодня вышло непредвиденно, мало людей, но ничего страшного, будем еще видеться. Кто-то, может, напишет под видео, уже будет видео выложено по теме, а какой вы хотите тему. Ну, я прощаюсь.